Здравствуйте. Мы с вами продолжаем разбирать некоторые важные моменты развития дошкольника в рамках нашего возрастно-психологического блока. И наше сегодняшнее занятие будет посвящено проблемам готовности к школе и проблемам адаптации ребенка к началу школьного обучения. Если говорить о проблеме готовности к школе, то, в общем-то, надо отметить то, что это та проблема, которая актуальна абсолютно для всего мира, для всех тех стран, в которых имеется обязательное школьное обучение детей. И мы с вами вот уже говорили, когда сравнивали теоретические представления психологических школ Выготского и Пиаже, и когда мы сравнивали с вами некоторые важные аспекты школьных систем вот в нашей стране и, скажем, в западных странах. И мы говорили о том, что, в общем-то, в отечественной, так сказать, педагогике и психологии действительно подчеркивается то, что вот обучение должно вестись в зоне ближайшего развития. Школа Выготского очень, так сказать, подчеркивает то, что обучение должно вести за собой развитие. Да? То есть обучение желательно, чтобы оно опережало развитие, иногда, в общем-то, достаточно значительно, и подтягивало к себе развитие. То есть имеется такая установка на некоторое такое опережающее состояние, да, вот, той программы обучения, которое предъявляется, так сказать, ребенку для усвоения по отношению к тому уровню психического развития, на котором ребенок находится. Это некоторая такая, ну, особенность, да, значит, отечественной педагогики, в частности, педагогики советского периода. Если сравнивать вот эту точку зрения Выготского, да, который говорил о том, что обучение должно вести за собой развитие, с точкой зрения Пиаже, которая очень, так сказать, тесно связана вообще со всем духом образования в западных странах, то я вот напоминаю, да, что Жан Пиаже полагал, что, в общем-то, не как бы культура является основным двигателем психического развития и освоения этой культуры, а напротив, в человеке заложена вот эта спонтанная познавательная активность, которая и ведет его в его исследовании окружающего мира, познание, так сказать, вот тех наук, которые предлагаются для изучения в школе и так далее. То есть точка зрения на то, как надо учить, она несколько другая. Она состоит в том, чтобы дать ребенку, скажем, учащемуся ребенку, столько как бы материала для его развития на той ступени интеллектуального совершенствования, на которой он находится, чтобы он максимально как бы вот обогатил эту ступень своего развития, и тогда он спонтанным образом перейдет на качественно новый уровень развития. То есть в рамках теории Пиаже подчеркивается вот этот вот спонтанный, так сказать, характер интеллектуального развития, и важнейшая роль подчеркивается вот этой вот познавательной активности ребенка, собственной познавательной активности. И, в общем-то, это ведет к тому, что вот как бы некоторый как бы дух, да, скажем, школьного образования, он становится, ну, несколько более таким свободным. То есть гораздо более уважаются как бы интересы ребенка, вот, направленность этих интересов. В меньшей степени присутствует такая вот требовательность, да, к тому, чтобы ребенок в обязательном порядке освоил то, что вот ему предлагает вот эта программа, и, соответственно, вот некоторые, так сказать, такие методические особенности школьного обучения в нашей стране и в западных странах, они, в общем-то, различаются. И, тем не менее, проблема готовности к школе, она и в западных странах тоже стоит достаточно остро, потому что, тем не менее, все равно, независимо от вот тех точек зрения на развитие, о которых мы только что говорили,
Тем не менее, важным остается то, чтобы дети учились, чтобы они осваивали какой-то, так сказать, хотя бы минимум программы. И вот поэтому очень важно понять, насколько готовы дети к тому или иному, так сказать, уровню обучения в школе. Но безусловно, что вот эта проблема школьной готовности в нашей стране, она, ну, как бы несколько более актуальна. Если говорить о том, как, так сказать, вот, оценивается, да, вот эта готовность к школе и с чем она взаимосвязана, то надо сказать следующее, что безусловно, возраст начала школьного обучения, он очень важен и значим. Почему? Потому что этот возраст, он тесно связан со степенью зрелости, психологической зрелости ребенка, зрелости его мыслительных процессов, его мотивационных процессов. То есть вот тех двух сфер, о которых мы уже говорили, да, вот это вот познавательная сфера, да, мотивационно-потребностная сфера. Это важно, потому что действительно вот в школе будут предъявляться определенные требования к тому, чтобы значит, ребенок развивал, формировал вот ту самую учебную деятельность, о которой мы с вами уже говорили на предыдущих занятиях. И вот как раз диагностика школьной готовности, она как бы предполагает, что мы вот оцениваем то, насколько вот, скорее всего, благополучно и оптимально будет развиваться учебная деятельность у данного конкретного ребенка. Я думаю, что важно поставить эти проблемы школьной готовности в общий контекст развития, и думаю, что мы это сделаем после того, как разберем вот эти вот аспекты, которые оцениваются в рамках вот этого явления готовности к школе. Наиболее, наверное, очевидным таким признаком школьной готовности, в общем-то, конечно, является уровень интеллектуального развития ребенка. И здесь сюда включается и развитие памяти ребенка, и то, насколько у него развита речь, и то, насколько он уже может осуществлять какие-то простейшие мыслительные операции. И здесь, безусловно, у психологов в руках огромный арсенал различных психологических тестов, различных так называемых психологических проб, которые показывают нам, да, как развита память, как развито мышление, как развито внимание, так сказать, как развита речь ребенка. Да, и это действительно на поверхности, да, это достаточно легко выявить, да, и достаточно легко оценить. Но очень важно понять, что школьная готовность не сводится вот к этой познавательной готовности. То есть парадокс заключается в том, что ребенок может даже уметь читать, считать и даже писать в значительной степени, но при этом может быть не готов к обучению в школе, к школьной учебной деятельности. Почему? Потому что у него могут еще не созреть другие факторы, другие аспекты школьной готовности, о которых мы сейчас с вами как раз и поговорим. Значит, вторым аспектом школьной готовности, помимо вот этого познавательного аспекта, является мотивационная готовность. И, в общем-то, здесь речь идет о том, что у ребенка должна вызреть так называемая внутренняя позиция школьника. То есть мы с вами уже говорили об этом кратко в рамках ознакомления с представлениями школы Льва Семеновича Выгодского. Мы говорили о том, что вот ведущая деятельность дошкольного возраста – это игровая деятельность, да, ведущая деятельность младшего школьного возраста – это в идеале учебная деятельность. То есть ребенок должен переключиться с игровой деятельности, которую он как бы уже освоил, он уже как бы наигрался. Да? Очень важно, чтобы он уже захотел учиться, захотел встать вот в эту позицию школьника, почувствовать себя в более серьезном таком общественном положении,
так сказать, человека, учащегося в школе, со всеми вытекающими последствиями. И здесь как раз вот речь идет о мотивации и о вызревании вот этой внутренней позиции школьника. И мы с вами уже говорили о том, что действительно нашу мотивацию и взрослого человека, и ребенка оценить существенно сложнее, чем оценить интеллектуальное развитие. Здесь, так сказать, трудно обойтись какими-либо простыми, так сказать, психологическими пробами, типа запомни или вот рассортируй те или иные понятия, да, или обрати внимание на то-то, то-то, то-то и так далее. Здесь нужен гораздо более сложный подход. И этот подход направлен именно на то, чтобы понять, а насколько вот ребенок действительно созрел мотивационно для того, чтобы встать вот в эту, так сказать, новую для него общественную позицию. И мы с вами как раз говорили в рамках разбора представлений школы Выгодского о том, что, скажем, при поступлении ребенка в школу у него действительно меняется его положение в системе общественных отношений. Да? То есть меняется вот эта социальная ситуация развития, которая уже включает в себя, так сказать, учителя как важную социальную фигуру. Учитель имеет право требовать от ребенка выполнения каких-то заданий, контролировать ребенка и, так сказать, ожидать от ребенка именно послушания, да, и выполнения его каких-то указаний, рекомендаций и выполнения тех заданий, которые учитель дает. И с этим как раз могут быть трудности, если у ребенка еще нет вот этой вот мотивационной готовности. Какими способами можно выявить эту мотивационную готовность? Здесь уже, в общем-то, возникают такие как бы методики, которые нацелены на некоторую такую косвенную оценку того, так сказать, вот чем живет ребенок. Прежде всего, конечно, эти методики нацелены на то, чтобы понять, вообще ребенок наигрался или нет. Как бы вот какая у него ведущая мотивация, игровая или уже учебная, познавательная. Здесь как раз вот есть целый ряд методик, да, и типа опросников, и типа такого как бы некоторого такого сценария, да, некоторого такого экспериментального сценария, которые могут показать то, насколько ребенок мотивационно готов к школе. Ну вот мы с вами, кажется, уже упоминали, да, что среди такого рода методик на исследование мотивации школьной готовности, да, в рамках оценки школьной готовности есть такие краткие опросники, в которых как раз вот среди прочих относительно нейтральных вопросов задаются важнейшие вопросы, связанные с тем, кем себя ребенок хотел бы видеть, скажем, в школе, в школьной ситуации, допустим, учителем или учеником, если бы он играл в школу, да, и это как раз вот выявляет вот эту вот позицию школьника, внутреннюю позицию, вернее, ребенка, да, то есть если он хочет быть учителем, то, скорее всего, так сказать, у него мотивация еще игровая, поскольку, в общем-то, учитель такая важная фигура, да, и в игре это, в общем-то, конечно, круто, быть учителем, раздавать всем какие-то задания и так далее, да. Если же ребенок в этом опроснике, да, отвечает, что он хотел бы в игре исполнять роль ученика, да, то это означает, что, скорее всего, он ближе к вот этой вот внутренней позиции школьника. Кроме того, там задается еще целый ряд вопросов, безусловно, это оценивается по комплексу ответов ребенка, и эти вопросы касаются того, как ребенок видит уроки и перемены, насколько серьезно он относится к, так сказать, освоению школьных предметов, да, насколько он готов прилагать какие-то усилия для того, чтобы вот преодолеть какие-то трудности в учебе и так далее, и так далее. И по комплексу ответов ребенка на такого рода опросники ему, так сказать, вот можно выставить некоторую такую оценку по его, так сказать, школьной готовности вот именно в аспекте мотивации. Если говорить о таких как бы диагностических сценариях, да, которые разыгрываются, то здесь вот, опять же, я, наверное, уже об этом говорила, в общем-то, предлагается такая
как бы методика, да, которая называется там сказка или рассказ, и там как бы вот зачитывается какой-то краткий, очень интересный такой рассказ, и на самом интересном месте вот прерывается вот это чтение, и ребенку задают вопрос о том, от чего бы он хотел сейчас. То ли прерваться и поиграть, то ли дослушать, чем же там кончится вот эта история. И здесь уже, естественно, эта ситуация, она является диагностической по отношению к тому, вот что ребенку интересно. Да? Ребенку интересно узнать завершение истории, или у ребенка все-таки вот эта его игровая мотивация продолжает доминировать, и ему совершенно, так сказать, неважно в данный момент, чем там закончится эта увлекательная история, да, ему важно вот вернуться к своей игровой деятельности. Такого рода ситуации сплошь да рядом имеют место, да, и, в общем-то, даже многое можно понять по тому, с каким вниманием и интересом ребенок просто-напросто слушает, да, тот рассказ, который ему предлагают прослушать в этой методике. Ну и, безусловно, здесь могут привлекаться различные так называемые проективные методики, которые как раз в большинстве своем нацелены на вот оценку мотивации, на изучение мотивации и каких-то очень таких вот глубинных, так сказать, движущих сил, да, развития человека на данном этапе его взросления. И здесь мы с вами как раз вот затрагиваем тот как бы, да, тот пласт методик психологических, которые опираются на вот эту вот идею проекции, идею того, что при работе с некоторым малоопределенным и малоструктурированным содержанием человек как бы вот проецирует на это содержание какие-то свои внутренние тенденции, например, свою мотивацию, и тем самым, в общем-то, психолог что-то может сказать о том, каковы же особенности этой мотивации. Итак, вот действительно ребенок может быть, в общем-то, в интеллектуальном отношении вполне готов к школе, но при этом может быть мотивационно к этой школе не готов. И я, так сказать, вот чуть-чуть попозже приведу такого рода примеры. И третий аспект школьной готовности – это как раз то, о чем мы говорили, когда обсуждали проблемы игры и развития игровой деятельности ребенка. И здесь речь идет о так называемой произвольной регуляции поведения. Мы говорили о том, что вот эта произвольная регуляция поведения, она вызревает исподволь в тех, так сказать, формах, которые предлагает игра, и на том уровне, на котором, так сказать, это доступно данному ребенку. Почему? Потому что в игровой деятельности ребенку постоянно приходится для того, чтобы выдержать, так сказать, допустим, свою роль в игре, или чтобы выдержать правила в игре, ему зачастую приходится наступать на какие-то свои непосредственные желания, тормозить их, а это уже как раз вот проявление вот этого волевого начала, этой произвольности. И, соответственно, как бы из игры в игру ребенок все более и более тренирует вот эту свою целенаправленность, способность сосредоточиться на каком-то содержании, на проигрывании своей роли, на оттормаживании тех каких-то непосредственных импульсов, которые, возможно, у него возникают, да, ну, там, я не знаю, за ухом почесать там или там, не знаю, съесть вкусную конфетку там, или еще что-то такое, что ему может захотеться во время игры. Но ребенку приходится как бы затормозить эти непосредственные желания, потому что игровая ситуация в данном случае это не позволяет. Ребенок, безусловно, делает это в зоне своего ближайшего развития, то есть как бы игра, которая увлекает ребенка данного возраста, это как раз та игра, в которую он может затормозить свои непосредственные импульсы, вот в той мере, в которой это требуется в этой игре. То есть вот в слишком трудную игру ребенок просто не будет играть. Это просто будет ему, так сказать, вот, ну, недоступно, да, неинтересно, его там, допустим, исключат из этой игры товарищи по игре, да, или он сам поймет, что ему это, так сказать, не, что называется, не актуально. И вот какова же роль вот этой произвольной регуляции поведения в формировании учебной деятельности? Значит, вот, безусловно, здесь
важно отметить то, что это важно для того, чтобы ребенок высидел урок, чтобы он сосредоточился на задании, даже если оно не очень интересное. Но его надо выполнить, потому что учитель дал это задание, и, допустим, эту строчку этой сложной буквы надо дописать до конца, или, допустим, эти там скучные примеры по арифметике однообразные все равно надо дорешать все те, которые учитель, так сказать, написал на доске, да, или те, которые уже присутствуют в тетрадке, невзирая на то, что это может быть там неинтересно, и хочется в окно посмотреть, а там за окном, там, я не знаю, деревья расцвели, да, или птички поют и так далее. Да? То есть вот произвольная регуляция поведения очень важна для такого оптимального становления учебной деятельности. И для того, чтобы диагностировать вот эту произвольную регуляцию, ну, безусловно, конечно, можно наблюдать за игровой деятельностью детей. Но, в общем-то, при вот как бы приеме, да, детей в школы очень удобно использовать различные методики. И в частности, есть очень простая такая методика, предложенная как раз Илькониным Даниилом Борисовичем. Она носит название «Графический диктант». Эта методика на самом деле является весьма многоаспектной, невзирая на то, что как бы она вроде бы выглядит достаточно просто. Значит, методика заключается в том, что ребенок на листе бумаги в клетку должен нарисовать под диктовку определенный узор, определенный как бы фрагмент орнамента. При этом ребенку диктуют этот узор по клеточкам, и здесь, в общем-то, выявляется то, насколько ребенок вообще может считать хотя бы там до 3, до 4, да, и насколько он вообще ориентируется в пространстве, так сказать, вот право-лево, вверх-вниз. Значит, диктовка может включать в себя такого рода, да, так сказать, моменты. Вот, скажем, ребенку предлагают поставить карандаш в начало листа слева, да, и двигаться слева направо, проводя непрерывно, не отрывая карандаш от бумаги, вот эту линию узора. Да? Ну, например, там 3 клеточки вверх от той точки, на которой стоял карандаш. Да? Там 3 клеточки там вправо, 2 клеточки там вниз, 1 клеточка там влево, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 2 клеточки вниз, 3 клеточки вправо. Да? Значит, вот ребенку надиктовывается тот или иной узор. При этом действительно можно сориентироваться в том, насколько он вот уже владел каким-то простым счетом, да, и насколько он ориентируется в пространстве. А вот дальше как раз идет то, что должно составлять самостоятельное действие ребенка. То есть ему предлагается этот же самый узор воспроизводить до конца листа. Зачастую эта задачка, так сказать, не так проста для ребенка, так сказать, вот на пороге школы, да, то есть для ребенка, которому там 6, там 6,5, 7, там с небольшим лет, и дети могут ошибаться, дети могут искажать вот этот рисунок, дети вообще могут остановиться и бросить это занятие и не дорисовать, так сказать, этот узор до конца. И вот эта методика графический диктант, она начинается с простых узоров, и дальше предлагается несколько более сложных, и, соответственно, можно оценить то, насколько ребенок вот произвольно может, так сказать, удержать ту инструкцию, которую ему надиктовали вот в этом графическом диктанте, когда он под диктовку изображал вот этот самый первый, значит, элемент вот того узора, того орнамента, который ему предлагается изобразить, который предлагается нарисовать. Ну, вот это вот как бы методика, которая имеет достаточно широкое распространение. Но более того, она уже, в общем-то, вошла в как бы такую группу развивающих игр, и уже некоторые дети приходят в школу подготовленными по вот этому моменту, да, но, в общем-то, конечно, в арсенале школьных психологов может быть целый ряд других методик, да, это и игровые методики, когда надо вот чего-то не называть, что-то не говорить, да, и, так сказать, ребенку задаются провоцирующие вопросы.
которые также, в общем-то, так сказать, являются частью методики по выявлению вот этой вот произвольной регуляции поведения. Вот, значит, таким образом, да, мы с вами здесь описали 3 аспекта школьной готовности. Это познавательная готовность или интеллектуальная готовность, это мотивационная готовность и готовность в плане какой-то степени зрелости произвольной регуляции поведения. Понятное дело, что, конечно, произвольная регуляция поведения – это то, что будет развиваться у человека на протяжении всей школы и, в общем-то, далее во взрослости и, можно сказать, до конца жизни. Но вот какие-то вот азы, какие-то начатки вот этой произвольной регуляции поведения очень важны для того, чтобы формирование учебной деятельности произошло благополучно. И здесь, наверное, можно привести некоторые примеры того, так сказать, как может выглядеть, так сказать, низкая готовность ребенка к школе. Я приведу пример вот просто из практики одного исследования, в котором я сама участвовала. И в этом исследовании принимали участие близнецы. Их прослеживали от буквально их очень раннего младенческого возраста, где-то с 3 месяцев, и до 3,5-4 лет. Понятное дело, что в этом лонгитюдном проекте, в общем-то, психологи и семьи, имеющие детей-близнецов, они, в общем-то, как бы уже становились такими хорошо знакомыми людьми. И вот была такая пара близнецов, у которых было очень хорошее интеллектуальное развитие. В частности, вот по оценкам таких вот младенческих и детских, так сказать, тестов интеллекта, их IQ или коэффициент интеллекта составлял 140 при норме, средневозрастной норме 100. Это очень, так сказать, хороший результат. Даже можно сказать о том, что это как бы некоторая такая уже интеллектуальная одаренность. Это диагноз, который ставится, как бы, если интеллект превышает 130. И как бы вот так сказать, наше взаимодействие в рамках этого исследования уже с данной конкретной семьей было завершено. И как бы мы вскоре, через небольшое время, получили телефонный звонок от мамы этих девочек-близнецов, которая спрашивала: я вот хочу отправить моих девочек в школу с 6 лет. Ну, им даже еще нет 6 лет, но они такие умненькие и развитые, что точно они будут очень хорошо учиться. А дело в том, что вот в этом исследовании мы оценивали не только интеллектуальное развитие, но и вот те регуляторные системы, которые должны привести к такому благополучному развитию этой произвольной регуляции поведения уже вот в старшем дошкольном возрасте. И вот с этими регуляторными системами у, так сказать, этих девочек-близнецов все было очень непросто. Они были весьма такими вот как бы импульсивными. И вот мы сразу сказали в результате, так сказать, вот этого обращения, да, вот на этот вопрос мамы, о том, что ни в коем случае не надо отправлять этих девочек в школу сейчас. Пусть они немножечко посидят еще дома. Пусть они потом сразу там поступят во 2 класс или еще в более, так сказать, старший класс по уровню своего интеллектуального развития. Но как бы вот регулярное школьное образование в том, так сказать, виде, в котором мы их в 4 года, так сказать, оставили, они, так сказать, не смогут, они не справятся со школьной нагрузкой. Ну, мама нас не послушала, и через год она позвонила снова и очень расстроенная начала рассказывать о том, что ее девочек хотят оставить на 2 год. Ну, мы, естественно, так сказать, спрашиваем, ну, почему же, как, так сказать, учителя объясняют это свое решение. И мама как раз сказала то, что мы вполне, так сказать, предполагали по тому уровню развития их регуляторных систем, а это вообще достаточно типично для близнецов, вот такая несколько разбалансированная такая вот, так сказать, регуляция поведения. Мамочка сказала о том, что, в общем, девочки плохо себя вели на занятиях, они могли, так сказать, в течение урока, так сказать, вскочить с своих мест, начать бегать друг за другом, играть.
И, в общем-то, вот в результате того, что они не усвоили программу, которая им предлагалась, их предлагалось оставить на второй год. Понятное дело, что, конечно, для самих детей это серьезная травма. Понятное дело, что это, конечно, предмет серьезного расстройства для родителей. Но вот это как раз пример того, что может быть при вот таком, так сказать, рассогласовании различных аспектов школьной готовности, когда интеллектуальное развитие достаточно высокое, но мотивационное развитие и как бы вот эта вот произвольная регуляция поведения, они недостаточны. И в данном случае вот тех близнецов, о которых я говорила, у них, в общем-то, продолжала доминировать игровая мотивация, и вот как бы недостаточное развитие вот этой произвольной регуляции поведения не дало им действительно вот таких хороших перспектив для развития их учебной деятельности. И вот примеры такого рода на самом деле можно было бы умножить. И здесь, конечно, вот должна быть такая как бы очень индивидуальная диагностика, да, и индивидуальный подход к подбору школы для ребенка, к пониманию и оценке того, в каком возрасте данному конкретному ребенку лучше идти в школу. Как правило, вот дошкольные учреждения сейчас берут на себя эту функцию оценки школьной готовности и, собственно говоря, вот дают советы родителям, то ли лучше еще, так сказать, остаться в детском садике, то ли уже можно идти в школу. Это бывает не везде, но тем не менее, вот, наверное, имеет смысл как бы сказать о том, что это очень важно, и это прежде всего важно для полноценного развития учебной деятельности ребенка. И кроме вот, собственно, как бы вот этого момента, связанного с учебной деятельностью, я бы хотела сказать, что недостаточная школьная готовность может породить как бы и то, что называется школьным неврозом, или какими-то, так сказать, психологическими расстройствами, связанными с школой, или как бы есть еще такой термин «школьная дезадаптация». И психологи здесь выделяют 4 вида вот этой, так сказать, школьной дезадаптации, да, или вот таких невротических проявлений ребенка при поступлении в школу. Это как бы расстройство такого режимного плана, это нарушение коммуникации, как бы становление коммуникации со сверстниками, это как бы неблагополучное установление взаимоотношений с учителем. Ну и довольно часто вот весь этот, так сказать, комплекс нарушений может быть связан с тем, что не оптимальным образом происходит перестройка вот этой социальной ситуации развития. Почему? Потому что, вот как мы уже с вами говорили, в процессе перехода ребенка из, так сказать, дошкольной социальной ситуации развития в школьную ситуацию, в общем-то, действительно должна перестраиваться и система семейных отношений в значительной степени, потому что ребенок занимает новую позицию, к нему уже новый уровень требований, да, и он уже, так сказать, видится как бы на новом таком уровне своего социального развития. Но не во всех семьях, в общем-то, вот этот переход действительно осуществляется оптимальным образом. Да? Могут быть различные искажения отношения к ребенку и его учебной деятельности в, так сказать, семье. И, в общем-то, вот, и вот эти вот нарушения, связанные, вот если мы сейчас пройдемся по тому перечню, о котором мы говорили, да, это, значит, вот как бы трудности, связанные с режимом, это, безусловно, вот этот режим, так сказать, встать в определенный, так сказать, момент, без опоздания прийти в школу, быть готовым к тому, чтобы вот, значит, сосредоточить внимание на уроке и так далее, да. Значит, коммуникативные трудности связаны прежде всего с установлением отношений со сверстниками. И, безусловно, вот дошкольный опыт ребенка и игровой опыт, и наличие или отсутствие у него коммуникативного опыта, в частности, в рамках каких-то дошкольных учреждений, посещения дошкольных учреждений, это все, в общем-то, как бы дает свой какой-то такой негативный вклад в вот
становления, да, учебной деятельности и благополучную адаптацию ребенка к школе. Вот мы с вами рассмотрели сегодня комплекс проблем, связанных с школьной готовностью. Сегодняшнее занятие мы с вами на этом завершаем. Некоторые темы мы с вами продолжим обсуждать на следующих занятиях. Сейчас я с вами прощаюсь, а теперь вопрос.